Всем доброй ночи. Вот и добралась я до канала. Скажу вам честно, друзья мои, этот год очень с энергетической точки зрения очень такой поглощающий силы. Хотя хороший год. Грех жаловаться на самом деле. И как я уже говорила в предсказаниях, обнулились мы с вами в 2020 году, упали в пропасть. Теперь постепенно поднимаемся. У многих этот год денежный, потому что динара 5. Пятак круглые. Не нулевой круглый, а имеется в виду пентакль, динара, пятак, по-разному называется такой год. Но очень много забирает энергии. Год такой сонливый. Тяжело раскачиваться. Очень такой, знаете, много информации, много снов. Огромное количество, это все забирает энергии, вытягивает. И поэтому, хотя я такой человек вечно недовольный собой, мне всегда кажется, что я мало работаю, что я должна больше, что мне надо было еще и так далее. Я понимаю, что с точки зрения обычного человека это очень большой труд. Это роботы так работают еще. Ну и искусственный интеллект, который сейчас уже внушает ужас всем нам. И не зря. Но для меня это энергозатратный год. Поэтому больше приходится уделять внимание именно людям, консультации, вопросам, ответам и так далее. Хотя, не знаю, если посчитать, сколько было в этом году подарено, мне кажется, тоже немало было работ. Хотелось бы больше, но как получается. То, что я сейчас вам подарю, это в одном видеоролике не умещается, потому что там очень много информации. Но для того, чтобы понять до конца, о чем речь, пожалуйста, откройте мою лекцию, называется «Амулеты, талисманы, обереги». Для того, чтобы более в полном объеме понять, о чем я говорю. Потому что если я сейчас начну об этом говорить, всю лекцию, то не успею вам записать, а там мне нужно дарить много. И это будет несколько серий работ, потому как живые обереги, как их называют, живых оберегов огромное количество, не успеть в одной лекции или за один раз все это подарить. Хотя это на самом деле часть умершего животного, но в любом случае называется живой оберег, потому как сохраняет в себе силу, энергию того существа, которое когда-то жило. Кроме всего прочего, это присоединение к эгрегору, к силовому полю этого животного или зверя. Обереги и талисманы, друзья мои, это, можно сказать, легкий путь для достижения цели. Но вы должны понимать, что они питаются нашей энергией. Их нужно кормить. Ну, если кто не понимает, о чем речь, кормление – это отдавать определенную часть энергии, делиться. Поэтому такие обереги, как лык волка, клык медведя, лапа волка, медведя и так далее, просто так с собой не носят, а по необходимости, когда человек нуждается в защите. А если носите с собой, вы должны понимать, что время от времени
нужно активизировать, по новой начитывать, усиливать. Они сами по себе уже обереги, сами по себе несут некую символику. Но без активации они не используют, то есть не отдают всю свою силу. Вот в полную силу они не работают. Издревле знали, что, владея частью зверя, частью тела, лапы, коготь, там, значит, клык и прочее, они как бы обретали определенные качества этого зверя. Потому как соединялись с энергетическим полем этого зверя. Если мы идем более темные дебри магии, это череп человека. Есть еще такой артефакт, рука вора называется, когда вор пытался ограбить храм, и у него рука высохла. Согласно легенде, эту руку хранили как дающую, значит, силу. Теперь кто-то скажет, но если части тела зверя можно взять и носить, или это будет оберег, ну, с таким же успехом можно носить части тела животного, человека, извиняюсь. Нет, нельзя. И объясню почему. Потому что человек и зверь имеют совершенно разные силовые поля, и по уровню менталитетному, то есть ментальному уровню, по духовному уровню развития и на этих ступенях цивилизации они совершенно на разном уровне. Человек, он тоже создание богов, но у человека есть родовая защита. У человека есть сила рода. У зверя этого нет. Зверь сам по себе, он в принципе такой, какими были его предки. Он наследует их черты, наследует их звериную сущность, их вот это навык охоты и так далее. У зверя есть свой характер, но зверь не может быть добрым или злым. Зверь руководствуется инстинктами, хотя определенный уровень интеллекта у зверя имеется, то есть свой интеллект звериный, который использует для того, чтобы выжить. У человека совершенно иное силовое поле. Поэтому человеческие какие-то части, останки и так далее, они, как правило, используются... Но сейчас вот черной, белой магию делить не будем, магия неделима, но есть темные дебри магии, а есть, ну не светлые, скажем, а направленные на защиту, на помощь, на денежную силу, да, и так далее. Любовная магия, кстати, тоже относится к черной стороне. Вот, разные аспекты. Итак, часть, значит, тела, если так, часть туши животного, часть звериного тела, лапа, клык, значит, хвост и прочее, коготь, используется для того, чтобы, во-первых, перенять определенные качества этого зверя. Мы не забываем тотемное время, когда зверь являлся, например, оберегом рода. Считалось, что не предок зверь, неправильно это интерпретируется, что тотем – это предок, звериный предок определенного рода. Нет. Это их предок, который приходил в обличии определенного зверя. И тем самым передавал качество этого зверя своим детям, внукам и так далее. Например, тотемы правящих династий это были медведи, орлы, львы, тигры, барсы и прочее. Это, как правило, на всех гербах. Вы не увидите на гербах баранов. Ну, не знаю, может, у кого-то это есть. Определенный город, в котором там выращивали определенные, значит, типы этих животных, имеется в виду овец. Может быть, такое допускаю. Но чтобы
на гербе страны или правящей династии был баран, навряд ли вы видели. А вот львов, барсов, тигров, орлов, беркутов и так далее, я думаю, видели все. Это символ силы, храбрости, справедливости. Ну, например, тотемным животным, да, тотемным зверем тюркских народностей является волк. Считается, что волк – это зверь, который своей хитростью, стайным инстинктом, видите, вот стая, потому что если присмотреться к ним, они поодиночке не ходят и поодиночке не нападают. Они всегда ходят вместе. Это стайный инстинкт стаи. Например, у народов Востока с более древней историей львы на гербах. А львы, они тоже имеют прайды, но в основном лев, он сражается один. Он одиночка. И он воплощение мудрости, силы, а волки, они идут стаей. Это не говорится о том, что там какой-то из этих зверей лучше или хуже. Нет, у каждого свои определенные черты характера, которые подходят тому или иному народу. Поэтому они выбрали себе, например, вот такие символы. Герб России, например, 2 орла, двуглавый орел или 2 орла, или орел с 2 головами. По-разному изображалось вначале. Это герб Византии. До Византии это герб Римской империи. Держится, значит, объясняется 2 власти, значит, это религиозная власть и светская власть. Но на самом деле, если мы вспомним, что этот орел двуглавый пришел из Рима, там не было религиозной власти, она изначально была светское государство, по сути. Там был парламент, выбирался плебеи и патриции, они выбирали своих людей, сенаторы и так далее. Не было царей. Ну, самые древние цари, значит, вскормленные волчицей Капитолия, это другой вопрос, это полулегендарные цари. А в основном их выбирали цезарии, да? Следовательно, там была светская власть, и этот символ не мог означать религию. Там власть религии, власть светская. Нет. 2 головы – это народ и власть. Намекает на то, что народ и власть наравне должны быть. То есть они равные. Власть выходит из народа, а народ, значит, равен власти, потому что народ решает, народ выбирает. Ну, так, символически, скажем. По крайней мере, так должно быть. Потому что самой стало смешно от этого, что я сказала. Но так должно быть. Поэтому двуглавый орел означает, что власть и народ владеют страной. То есть они вот 2 власти. Это народ и тот, кто управляет. Итак, части тела живых существ. Из них изготавливали, там, шили, ой, неправильно сказала, шили шубы. Хотела сказать, изготавливали амулеты, но потом про шубы вспомнила. Почему шубы символ богатства, статуса? Во-первых, потому что они дорогие, не каждый может себе позволить. И тот, кто себе позволил и смог приобрести и носить, он уже считается, скажем, человеком статусным. Но не архибогатый. Сейчас шубу себе можно позволить и за кредит, и как угодно. Но в любом случае, если человек себе это позволил и оплатил, значит, он имеет стремление. Значит, у него есть возможности, да? Это уже говорит о чем-то. По одежке встречают. Шуба – это живая энергия. И мех животных на самом деле не только держит тепло в теле человека зимой, но, кроме всего прочего, передает человеку свои качества и возможности, и способности. Притягивает эта живая энергия новые возможности человеку. Вот когда вы покупаете одну шубу, даже вот полушубок или что там еще,
жилетку меховую и так далее. Вы заметьте, после этого у вас еще что-то появляется. Потом начинает появляться там золотые украшения и прочее. Атрибуты богатства притягивают друг друга. Это всегда было. Стоит получить один атрибут богатства, и начинают притягивать они друг друга в жизнь. Вот поэтому всегда носите натуральное. Предпочитайте натуральное. Пусть маленькое колечко, но пусть это будет из золота или из серебра. И обязательно притянет точно так же, уже чуть побольше, потом еще больше. Если вы сейчас сядете и вспомните, например, свои самые первые настоящие колечки из натуральных там бриллиантов или там, может быть, другого камня драгоценного, и металл благородный, то есть золото или серебро или платина. И вы убедитесь в моих словах, что как только вы смогли приобрести кольцо настоящее из золота, пусть очень маленькое, через некоторое время еще что-то приобрели, еще, оно начинает притягивать. Так вот, я хочу вам дать работы, которые вам поможет активизировать эти все живые амулеты, живые обереги, которые будут оберегать ваше жилище, вашу жизнь, ваш дом, ваших детей. Теперь, для этого не нужно наносить урон матери природе, потому что, например, откуда вот эти вот части звериных тел, лапы, там, когти и так далее. Время от времени государство регулирует численность. И так должно быть. И не спорьте. Если не регулировать численность зверей, то через некоторое время просто, начинается время от времени нападение на людей и так далее. Потом бывает, что хищник сповадился заходить в село, понимаете? И если его не ликвидировать, он уже привык, он уже пришел, ворует, он уже напал на человека, он уже почувствовал вкус крови, он понял, что человек легкая добыча. Даже клыки, например, тех же львов, это тоже не обязательно, что они добыты, например, каким-то браконьерским путем. Нет. Хотя это тоже возможно, естественно, в нашем мире. Но дело в том, что и там есть... Они погибают и от голода. Знаете, сухой сезон в Африке – это катастрофа. Они погибают из-за соперничества, из-за того, что одного льва гонят из прайда. И не обязательно, чтобы он был очень старый. Он может быть еще в рассвете сил, но его выгнали более сильные самцы, например, их было больше. И, естественно, они в этой среде умирают. Потом в Африке есть очень много львиных ферм, где они для охоты, для развлечений, конечно, я вообще не одобряю такие вещи, накачивают их таким снотворным и бросают перед богатыми избалованными людьми, которые таким образом самоутверждаются. Это подлые вещи, это подлость человека, но человек привык подло вести себя с природой, потом бывает наказан из-за этого. Но в любом случае, вот это все, естественно, это все покупается у охотников. И есть определенный сезон отстрела, когда им разрешают это все. Есть, когда регулируют численность, да, определенных животных. Поэтому здесь, естественно, здесь те животные, которые, в принципе, время от времени на них позволяется охота, и они продают эти части тела. Это можно купить, приобрести и прочее. Для этого не нужно какие-то великие манипуляции совершать. Оно просто есть. Есть, конечно, краснокнижные животные, которые... Да, они нам и здесь и не нужны, не интересны на самом деле. Потому что я считаю, что вот для нас, нам привычнее именно вот...
то, что носили и наши предки, или люди, которые жили до нас, например, на Руси здесь, они, как правило, всегда заговаривали медвежью лапу, волчий клык, медвежий клык, там, лапу лисы, кролика и так далее, и так далее. То есть вот то, что, к чему наша энергия уже привыкшая, вот мы их и используем. Итак, сегодня мы с вами будем начитывать на определенные... Вот давайте вот пока вот так поставлю этого волка. Значит, здесь у нас клык медведя, видите, огромный такой. Это волчий, это мне отправили из Казахстана, это Лидия мне подарила. Здесь еще камень, гранат, он выпал. Но я положила отдельно, потом я его сделаю у мастера. Вот волчьи клыки в серебре. Очень необычная работа. Вот я вам сейчас чуть-чуть вот так вот сделаю. Наклоню, вот видите. Здесь рубины. Тоже, по-моему. Да, рубины здесь. Так, далее медвежья лапа. Представляете, это еще не зрелый, ну, не взрослый медведь. Это еще, можно сказать, такой молодой медвежонок еще пока. Это просто вот, это же ж... И вот так вот скальп снимает. Это жуткое дело, но зверь. А что еще? Вот такой он. Так, это волчья лапа. Он немножко так вот сделан по-другому, в такой раздавленном виде. Но, в принципе, разницы, в принципе, никакой нет, потому что сохранены все, что здесь должно быть. Итак, сегодня мы с вами научимся оживлять, активизировать вот эти вот амулеты. Обереги, неправильно сказала, извиняюсь. Ну, они и амулетами называются, но, в принципе, это правильнее было бы, конечно, называть оберегами. Сами заговаривайте. Не берите, не покупайте нигде. Никто для вас так не сделает, как вы. Для того, чтобы убедиться, что это действительно заговоренное профессиональным человеком, вы должны этого человека знать много лет. Он действительно должен показать результат работы и так далее. Только тогда вы можете доверять этому человеку и покупать у него. А в остальных случаях вот этот вот ширпотреб, или как, знаете, на заводе производят каждый день, значит, медвежьи обереги и прочее, это, ну, не стоит доверять этому всему. Вот вам, пожалуйста, заговор, и вы сами можете прекрасно взять и заговаривать, и как бы оберегать. Но можете для своего ребенка это начитывать, если... ну, то есть здесь слова немного поменять. Слово, например, обладаю, обладаешь, да? Подхожу, подходишь. Ухожу, уходишь. Вот, богиня Луны тебе свидетель, если ты читаешь для своего ребенка. Но ребенку должно быть не больше 15 лет. А если ему больше 15 лет, он сам может этот оберег себе начитывать, если он будет носить этот волчий клык. Где можно носить его? Не обязательно на себе. Вообще оберег, конечно, лучше ближе к телу, чтобы он питался твоей энергией. Но иногда можно носить в сумке. Но время от времени этот оберег должен быть на твоем теле. Он должен чувствовать твое тело, соединяться. Он как передает. Знаете, мы не видим эти невидимые волны, электрические поля и так далее, но они передают нам вот невидимой какой-то нитью вот эти все силовые, вот эти вот ментальные силовые поля. Это нам переходит. Итак, первую часть завершу,
И я эту часть буду каждый раз повторять, для того, чтобы по новой не говорить. У меня целая серия объяснений я буду повторять каждый раз. А далее, конечно, давать уже то, что подготовила для этого дня. Так, начнем. Первое. Начитывается на лапу волка. Нужно держать в руке, в левой руке, потому что левая рука – это прямая дорога к сердцу. То есть это рука повелительницы, прямая дорога к сердцу. Держите в левой руке. Повелительница имеется в виду в этом заговоре. В левой руке держите лапу волка и 6 раз заговаривайте. Каждый раз, когда будете активизировать, время от времени усиливать, 6 раз заговаривайте. Значит, волчью лапу нужно хранить там, где вы работаете. Ну, если вы дома работаете или у вас рабочий кабинет, значит, там храните. Можете в мешочек положить. Но оно должно быть спрятано от чужих глаз. И никто не должен трогать, кроме вас. Если кто-то затронул, он может потерять абсолютно, ну, то есть силу, которую вы начитали, и вам придется по новой активизировать. Постарайтесь, чтобы никто не трогал. Итак, слова следующие. Да, волчью лапу и медвежью лапу лучше читать только взрослым людям. А берег на клык, вот так, в этом случае можно читать для своих детей. С лапами лучше как бы не затрагивать энергию юношескую. По земле иду, волком бегу, перстом погоняю, врагов со своего пути прогоняю. Волчьей лапой по земле вступаю, волчьей силой обладаю, капканы обхожу, незаметно к своей цели подхожу. Свое забираю, в темноту ухожу. Духи богини Луны мне в свидетели, в покровители. Свободная волчья душа никому не подвластна. Сила волка со мной и при мне. Да будет крепко мое слово, заклинаю. Ну вот, например, если вы по делам едете, да, тоже можете взять. Это не только оберег, имейте в виду положить в машину, предположим. Это не только оберег. Это открыватель ваших возможностей. Дает человеку пойти и взять свое. Меня спрашивали с черепами. Нет, с черепами лучше обычным людям вообще не работать и не трогать. Там вместилище души, а здесь энергии всего лишь. Поэтому насчет черепов не надо вам это все. Еще раз. По земле иду, волком бегу, перстом погоняю, врагов со своего пути прогоняю, волчьей лапой по земле вступаю, волчьей силой обладаю, капканы обхожу, незаметно к своей цели подхожу, свое забираю, в темноту ухожу. Духи богини Луны мне в свидетели, в покровители. Свободная волчья душа никому не подвластна. Сила волка со мной и при мне. Да будет крепко мое слово. Заклинаю. И спрятать. В том месте, где вы работаете, если вы передвигаетесь часто, ну, то можете в машине держать. В сумке не рекомендуется. Вы не можете читать эти заговоры для взрослых людей. Они сами должны это делать. Они сами должны договариваться и между собой создать некий уговор с эгрегором этого зверя и собой. Поэтому вы за человека делать не можете. Вы можете только для своего ребенка на клык начитать. И дать ему, чтобы он спрятал. Или носил иногда дома. Понимаете? Вот так вот. Следующий. Медвежья лапа. Медвежья лапа оберегала.
Это символ силы, упорства, власти. И медвежью лапу, как правило, хранили дома для того, чтобы медведь гнал подальше людей, которые желают вам зла. Хочу вам сказать, что они гонят не только физически, то есть, имеется в виду, не только прогоняют из вашей жизни нехороших людей, они еще на ментальном уровне очищают, ведь злые силы, они вокруг человека. И энергия, которая исходит от злых людей в том числе. Так вот, вот эти вот обереги, вот эти, значит, скажем так, атрибуты магии, они выступают как бы посредником вот между человеком и духами. Они очищают от злой силы, но и от злых людей оберегают. То есть они невидимо еще убирают подальше вот эту злую силу, которая исходит от нехороших людей, которых в этом мире, к сожалению, немало. Итак, восточные славяне медведя называли Урсо или Урсори. По-разному. Медведь означает. И иногда, обращаясь к силе медведя, именно так его и называли. Медведя называли хозяином тайги. Медведя называли братом. Медведя называли другом. Братались с медведем. Медведь считался благородным зверем. И охота на него в некоторых регионах Руси была запрещена, в некоторых была забавой. Но как бы там ни было, медвежья охота считалась проклятием, то есть проклятостью. И часто бывало, что медведь убивал целую семью, там, отца, деда, сына и так далее. Вообще, медвежья охота считалась, проклятой охотой. Тем более, когда его, значит, на него охотились зимой, когда заманивали с берлоги медведя. Это считалось подлой охотой, потому что зверь мирно, тихо спал, и ты заманиваешь и убиваешь это живое существо. Тем более могли быть медвежата в берлоге и так далее. То есть вот в таком смысле, до такой степени, что он считался практически зверь брат, и охота на него считалась проклятой. Итак, медвежья лапа – это оберег дома. Его можно повесить на видное место, можно спрятать. Но постарайтесь, чтобы люди, чужие люди его не трогали, кроме членов вашей семьи. Ой, это что такое, как красиво. Или тогда прячьте, когда кто-то приходит домой, чтобы они просто не трогали его. Обычно его прятали возле порога, чтобы он лишние такие нехорошие духи домой не пускал. Хозяин тайги, покровитель сильных, воин богов, мне в помощники. Сними скальп с моего врага. Рыком гони супостата прочь от моего дома, от моей жизни. Мощь и природная сила медведя, скажу тебе, Урсо, стань мне другом и братом. Лапой своей раздави зло, не пускай ворогов близко ко мне. Да будет крепок наш уговор, заклинаю. Еще раз. Хозяин тайги, покровитель сильных, воин богов, мне в помощники. Сними скальп с моего врага. Рыком гони супостата прочь от моего дома, от моей жизни. Мощь и природная сила медведя, скажу тебе, Урсо, стань мне другом и братом. Лапой своей раздави зло, не пускай ворогов близко ко мне. Да будет крепок наш уговор. Заклято. Начитывайте по 6 раз. 6 раз, 13 раз. Вот эти вот темные цифры. 6 достаточно. Время от времени, раз в месяц хотя бы, усиливайте, активизируйте их по новой. Далее. Итак, клык волка. Считалось, что клык волка – это очень сильный оберег от врагов и во время опасностей. И в истории есть немало случаев, где описывается, что обереги
клыка волков, там, коготь волка, что они сберегли, спасли человека на поле брани, что они сберегли человека в каких-то опасных ситуациях во время какой-то там тяжбы судебной и так далее. Значит, на клык волка вы можете начитать для своего ребенка, если ему нету 15 лет. Это определенный возраст, который как бы далее уже считается ментальной зрелостью, и поэтому он может сам начитать на свой оберег и носить с собой. Однако, если вы читаете, значит, немного видоизменяйте слова. Себя украшаю, например, тебя украшаю. Себя осеняю, тебя осеняю. Беру волка себе в стражники, то говоришь, беру волка тебе в стражники. Итак, опять же держите в левой руке и 6 раз начитывайте. Время от времени активизируйте. Заговор следующий. Идет по лесу волк лохматый, в зубах несет скот рогатый. Волк, ты сын ночи и леса, волк бесстрашный, непокорный, тихо ходит ночью темной. Клыком волка себя украшаю, силой волка себя осеняю, беру волка себе в стражники. Клык волчий плоть врагов порвет, в душу ворога направит страх. Волчий клык сбережет меня и защитит. Ключ, замок, язык, заклинаю. Идет по лесу волк лохматый, в зубах несет скот рогатый. Волк, ты сын ночи и леса, волк бесстрашный, непокорный, тихо ходит ночью темной. Клыком волка себя украшаю, силой волка себя осеняю, беру волка себе в стражники. Клык волчий плоть врагов порвет, в душу ворога направит страх. Волчий клык сбережет меня и защитит. Ключ, замок, язык, заклинаю. И еще раз. Идет по лесу волк лохматый, в зубах несет скот рогатый. Волк, ты сын ночи и леса, волк бесстрашный, непокорный, тихо ходит ночью темной. Клыком волка себя украшаю, силой волка себя осеняю, беру волка себе в стражники. Клык волчий плоть врага порвет, в душу ворога направит страх. Волчий клык, сбереги меня и защити. Ключ, замок, язык, заклинаю. И еще раз напомню, что обязательно время от времени, лучше и часто, оберег наносить нужно на своем теле, чтобы он пропитался и воссоединился с вашей энергией. Теперь на медвежий клык. Точно так же, если вы начитаете для своего ребенка, значит, берете в левую руку, 6 раз читаете, но меняйте слова, если для ребенка. Ну, например, рви и моих врагов, то говорите, рви и врагов моего там сына, дочери и так далее. Стань мне другом и братом, стань ему другом и братом. Вы отдаете эту силу ему в защиту, медвежью силу, эгрегор медведя. А для себя, естественно, читайте, называя себя, да? Заговор следующий. Хозяин леса, ты могуч и силен. Всякий зверь тебя боится, никто пред тобой не устоит. Ты клыком рвешь своих врагов. Рви и моих врагов, видимых и невидимых. Призываю силу медведя. Урсо, стань мне другом и братом. Защити меня, заклинаю. Хозяин леса, ты могуч и силен. Всякий зверь тебя боится, никто пред тобой не устоит. Ты клыком рвешь своих врагов. Рви и моих врагов,
видимых и невидимых. Призываю силу медведя, Урсу, стань мне другом и братом. Защити меня, заклинаю. Теперь самое интересное, что дают такие обереги, заговоры и заклинания и так далее. В чем их польза? Они защищают. Невидимая сила приходит, становится рядом с вами. Это сила медведя. Это ментальная сила медведя. Вот чем обладает медведь, определенные качества передаются человеку со временем. Это доказано. Это временно, не постоянно. Вы не будете реветь, орать, кричать и скальп снимать с людей. Но у вас внутри будет внутренняя какая-то сила, стержень, бесстрашие. Вы будете чувствовать рядом эту силу, эту защиту. И самое главное, люди, которые рядом с вами, будут это ощущать. Вы понимаете, вы это не видите. Но от вас вот фонит этой уверенностью и такой некой звериной силой. У меня есть ритуал, который я не выставила, но объяснила, когда вселяют внутрь зверя. Так делали, например, древние воины, монголы в том числе, вселяли в себя зверя. Это призывали определенного зверя, вселяли. Это делали они, это делали колдуны, шаманы и так далее для воинов. И внутрь вселялся некий зверь. Беспощадный, сильный, бесстрашный, хитрый. И вот это все навыки, все определенные черты характера, все особенности этого зверя появлялись у человека. И, естественно, человек становился хитрее, умнее, сильнее, бесстрашнее, потому что у него появлялась звериная сущность на некоторое время, чтобы он победил. Вот то же самое связано с оберегами, с талисманами, которые носят люди из частей тела животных или зверей. Они перенимают определенные качества этих зверей. И кроме всего прочего, вот сила волка или медведя, она приходит и вот на уровне ментальном защищает. Кто-то скажет, а можно и на то начитать? Можно, но носить по очереди вместе нельзя. И каждый раз активизировать. Желаю всем удачи, и мы еще продолжим с вами серию этих работ.